Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие вещи нужно обязательно выбросить до конца мая, потому что эти вещи тормозят ваше развитие, тормозят и создают вам определенные проблемы. Что это за такие вещи? Далее более подробно все в этом видео. Итак, друзья, последний месяц весны – это май, и это идеальное время для того, чтобы очистить наш дом от того всего, что застоялось у нас в жизни. И вы знаете, в мае нужно выбросить все те ненужные вещи, которые преграждают путь именно деньгам. И тогда вам точно уже буквально в начале лета улыбнется финансовая удача. Ну, конечно же, чтобы уборка вашего дома была правильной, стоит подойти к ней только в хорошем настроении. Если вы решили провести этот маленький ритуал у себя в квартире или в доме, обязательно будьте в хорошем расположении духа. Вы должны этого захотеть сделать, а не то, что мы вам сказали, и вы понимаете, что вы обязаны это сделать как для галочки. Вы должны понимать, что в нашей жизни мы должны в первую очередь делать все для себя. Любить себя, радовать себя, ходить только туда, куда нам нравится, путешествовать только в тех местах, где нам это будет приносить удовольствие. Итак, вот, друзья, избавившись вот от этих вещей, вы тем самым сможете привлечь успех и даже денежное состояние. Итак, друзья, первым делом, что вам нужно успеть сделать до конца мая, это разобрать полностью свой гардероб. От носков до верхней одежды. Если у вас есть какие-то дырявые колготки, носки без пары, рваные футболки, протертые штаны, все эти вещи стоит выбросить прямо сейчас. Очень часто мы и оставляем вещи, которые мы надеемся, что когда-то будем носить. Но это надеемся когда-то, к сожалению, как правило, не наступает. И эти вещи, они застаивают, то есть они притягивают вот ту энергию застоявшуюся. И, соответственно, вы таким образом притягиваете определенный негатив в свою жизнь. Обращайте внимание также и на то, что если у вас есть зимние вещи, те вещи, которые вы уже отправляете на отдых до следующего сезона, обязательно их постирайте, обязательно их просушите на солнышке, чтобы они пропитались энергией солнца, энергией радости, энергией любви. Дело в том, что если вам эти вещи не нужны, избавляйтесь от них, и таким образом те или иные старые вещи, возможно, могут приносить вам проблемы с деньгами. Далее, друзья, от чего нужно еще избавиться до конца мая, это бытовая техника. Но не просто техника, это техника, которая поломалась, которую вы знаете, что вы не сможете отремонтировать. Отправьте ее на помойку. Так же самое касается старых телефонов. Если вы знаете, что вы их можете сдать где-то в ремонтную какую-то мастерскую, сдавайте и получайте хотя бы какие-то гроши за нее. Зачем эти вам старые телефоны, которые просто валяются и притягивают один негатив? Даже ненужная кофемолка, какой-то нерабочий старый телевизор. Они также приносят в вашу жизнь проблемы. Если у вас есть дача, и вы знаете, что он вам нужен, он рабочий, отвезите его на дачу. Но не старайтесь у себя держать именно такие вещи в доме. Не нужно складировать, потому что бытовая техника, телефоны, какой-то телевизор тот же, знаете, они притягивают болезни в ваш дом, от которых потом достаточно трудно избавиться. И особо опасны старинные часы или те, которые не работают уже давно. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Далее, что вам нужно обязательно до конца мая избавиться, это от газет, от журналов, всевозможных ненужных документов и старых книг. Дело в том, что именно эти вещи, они впитывают в себя всю энергетику хозяев и хранят в себе негатив. И если ненужные бумаги или книги просто стоят у вас на полочке для красоты и припадают еще и пылью, вынесите их из дома. Также вещи могут ввести вас в какое-либо заблуждение, из-за чего возникнет депрессия.
Обязательно уделите внимание старым бумагам, платежкам, журналам, переберите. Возможно, есть какая-то информация, то есть вы задайте себе сами вопрос, для чего вы их храните? Для того, чтобы когда-то потом узнать какую-то информацию, знаете, вся информация есть в интернете, при этом со многих журналов, со многих газет она есть. Если вы точно знаете, что вы просто эти бумажки у вас просто лежат, вы избавляйтесь. Это вам застоявшаяся энергия не нужна. Также разберитесь с платежками. Помните о том, что платежки в срок исковой давности, как правило, 3 года. Переберите их. Возможно, некоторым платежкам по 10, по 15 лет. Они вам точно уже не нужны. А это только захламляет. То же касается ваших документов каких-то ваших писем, которые вы когда-то кому-то официально пописали, получали ответы или не получали ответы. Скорее всего, эти бумажки вам не нужны. А вот книги, друзья, книги выбрасывать на мусорку не нужно. Отдайте их в добрые руки. Не знаете, кому отдать, подойдите в любую библиотеку и предложите, что вы готовы принести свои книги. Вы знаете, библиотекари, которые разбираются в книгах, они с удовольствием вам возьмут ваши книги, потому что многие библиотекари, они люди начитанные, им это интересно, им интересно увидеть новую какую-то книжку, возможно, еще старую, потому что сейчас, знаете, все современное, это совсем другая информация, а в те времена люди собирали всю информацию по крупинкам, и именно такие книги, они действительно несли очень ценную информацию. Поэтому подойдите в библиотеку и спросите. Конечно же, что еще, друзья, очень важно, нужно сделать, это, наверное, самое главное, но чтобы к этому главному подойти, мы, конечно же, прочертили вот моменты, которые нужно сделать. Это провести полную генеральную уборку. Да, это очень важно, потому что мы с вами готовимся к лету, а летом будут совсем другие энергии. И вот, чтобы подготовиться к этому сезону, обязательно проведите генеральную уборку. И, конечно же, друзья, не забудьте вымыть все окна и входную дверь. Также есть шторы, тюль, обязательно их постирайте. Жалюзи есть. Помните, жалюзи очень много накапливают пыли, а пыль — это наш весь негатив, это наша агрессия, это наша злость. Поэтому обязательно переберите. И, конечно же, выбрасывайте все то, чем вы сами давно не пользуетесь. Помните, чем больше вы сможете избавиться от ненужного, тем больше вы сможете приобрести и привлечь богатство в свою жизнь. Помните о том, что как только вы перестанете собирать и жить вот на то, что у вас есть в данный момент, ваша жизнь действительно может измениться. И при этом иногда ваша жизнь может настолько измениться, что вы даже сами будете удивлены. Также, друзья, перед летом, если вы хотели затеяли ремонт, то сделайте, проведите ремонт. Кто-то хотел, возможно, переклеить обои, кто-то покрасить окна, если они не металлопластиковые, кто-то планировал заняться балконом. Сделайте это в мае, не приносите это уже на лето или на позднюю осень, как есть, потому что, все-таки осенью все-таки многие ремонтные работы, особенно на улице, делать очень сложно. Поэтому, пожалуйста, проведите вот эти моменты, которые очень важны для вашего дома или квартиры. Помните об этом, что квартира или ваш дом – это ваше то место, где вы можете творить, где вы можете созидать, где вы можете привести к новым каким-то открытиям. И все зависит от того, насколько вы готовы менять внутри себя, внутри то, что у вас есть в жизни. Поэтому обязательно своему дому, своей квартире всегда уделяйте внимание. Есть свободная минутка, возьмите, протрите пыль. Обязательно уделите, кстати, внимание туалету и ванной комнате, а также коридору. Проверьте, кстати, в коридоре, нет ли у вас никаких вещей, предметов, которые, возможно, вы точно туда не ложили. Но это в том случае, если к вам очень часто и много приходит всевозможных гостей, друзей, знакомых и так далее. Друзья, вот все, что очень важное, вам нужно сделать до конца мая.
Пожалуйста, осуществите и откройтесь потоку изобилия и богатства в свою жизнь. Друзья, ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Друзья, ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Также поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше будет интересно и полезно. И смотрите, там много будет для вас полезной, важной и нужной информации. Всех вам благ, услышимся уже в следующем видео.